Полторы недели назад, а именно 12 января, был опубликован индекс потребительских цен, который показал, что рекордная инфляция в США начала снижаться более высокими темпами. И это стало самым значимым событием в начале года, ведь после 12 месяцев жесткого медвежьего рынка мы наконец-то увидели, как биткоин показал долгожданный рост с 17 до 21 тысячи долларов буквально за одну неделю. И несмотря на различные мнения, что этот рост не настоящий, скоро всех сбреют, пока ничего подобного не произошло. После такого роста биток смог вырваться выше 20 тысяч, где нашел себе поддержку и уверенно торговался выше этого уровня на протяжении всей недели. Но если я вам скажу, что ИПЦ это была всего лишь легкая разминка перед тем, что должно произойти уже через 10 дней, потому что именно 1 февраля рынок полностью изменит ход своей игры. В этот день Джером Пауэлл должен принять самое ответственное решение в этом году и решить судьбу экономики США, ведь 1 февраля объявят долгожданную процентную ставку. Это будет первое заседание ФРС в этом году, и вы не представляете, насколько значимое это событие будет абсолютно для всех рынков. Главная задача ФРС – снизить инфляцию, и судя по прошлому отчету ИПЦ, им это удается, из-за чего все считают, что ставку повысят всего на 0,25%. А если это действительно произойдет, рынок будет готовиться лететь еще выше. Но есть одно «но». Повышение ставок всегда ведет к снижению экономики, после чего может возникнуть такая вещь, как рецессия. И она может испортить все наши планы на рост. Поэтому в этом видео вы узнаете, будет ли памп биткоина или он упадет до 18 тысяч, что для нас готовит ФРС на заседании 1 февраля и понизит ли процентную ставку, что будет с криптой в ближайшее время и как на этом заработать. Перед просмотром обязательно поставьте видео лайк, ведь таким образом вы поддерживаете наш канал и ускоряете выход новых интересных роликов. Всем приятного просмотра, давайте начинать. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Сегодняшний ролик мы постарались снять для вас заранее, за 10 дней до объявления процентных ставок. Ведь за это время вы успеете подготовиться, максимально здраво проанализировать ситуацию и сможете принять для себя правильное решение по торговле. Ведь сами понимаете, если бы мы выпустили видео за пару дней до решения по ставкам, можно было совершить много необдуманных действий, которые могли бы привести к печальным последствиям. Ведь день будет очень важным, особенно если вы видели, что происходило после ИПЦ. Но из-за того, что мы делаем для вас ролик значительно раньше, к сожалению, мы не можем полноценно взять в учет различные финансовые отчеты, которые опубликуют на следующей неделе. Самым важным является ВВП за четвертый квартал 2022 года, который опубликуют 26 января. Ведь именно он поможет понять, насколько США близко к рецессии. Поэтому если ВВП сильно повлияет на решение предстоящих ставок, вы об этом сможете узнать в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. Там мы 24/7 на связи и ежедневно держим вас в курсе всех самых актуальных событий. Поэтому обязательно подписывайтесь, и так вы точно ничего не пропустите. Ну а теперь давайте разберем, что же такого интересного приготовил для нас Пауэлл на 1 февраля. Начать хотел бы с того, что сейчас инвесторы достаточно оптимистично настроены на этот день. Ведь несмотря на то, что ФРС до сих пор считает инфляцию серьезной проблемой, глядя на рынки так и не скажешь. А все благодаря ИПЦ, который показал, что инфляция начала снижаться. После чего инвесторы начали думать, что ФРС начнет понижать свои ставки. Такой настрой инвесторов можно оценить благодаря данным СМИ Групп, которые показали почти 100% вероятность того, что февральские ставки должны повысить не более чем на 0,25%. Помимо ИПЦ нас могли порадовать и другие важные отчеты, например, индекс цен производителей, который в декабре упал на 0,5%, а также розничные продажи успели снизиться на 1,1%. Эти цифры также указывают на то, что экономика замедляется, цены падают, а план Пауэлла работает, ведь инфляция снижается. Такие результаты действительно могут заставить ФРС повысить ставку на 0,25%. Но я вам напомню, в декабре 2022 года ФРС указала, что ставки вероятно превысят 5% в 2023 году, и они останутся на этом уровне, а снижения скорее всего не будет, по крайней мере до 2024 года. Правда, сейчас ситуация изменилась кардинально. Рынки считают, что мы скорее всего увидим повышение на 0,25% не только в феврале, но и в марте, что станет концом цикла повышений, и уже к концу 2023 года их наверняка снизят. Вот только есть два спорных момента между мнениями инвесторов и прогнозами ФРС. Во-первых,
Во-первых, как я говорил, ФРС видит ставки на уровне 5% к концу 2023 года. Да, это возможно, ведь даже президент Федерального резервного банка Джим Буллард пару дней назад сказал, что его прогноз по процентным ставкам находится в диапазоне от 0,5-25% до 5,5% на конец 2023 года. Такого же мнения придерживается и вице-президент ФРС Лайль Брейнард, которая настроена на увеличение ставок, несмотря на уменьшение инфляции. Ведь еще немаловажным фактором, который учитывает ФРС при повышении ставок, это рынок труда. Сейчас безработица остается низкой, но для Пауэлла важно, чтобы этот показатель увеличился до 4,6%, что приведет к потере более 1 миллиона рабочих мест. И ставка будет повышаться, пока они этого не добьются. Правда, инвесторы с этим не особо согласны. Из этого вытекает второй вопрос, который заключается в том, увидим ли мы снижение процентной ставки в этом году. По этому поводу на декабрьском заседании ни один из политиков не заикнулся о снижении в 2023 году. Но после ИПЦ 12 января и других положительных отчетов у Пауэлла явно чешутся руки, чтобы уже в этом году сделать первое понижение. Тем не менее и ФРС, и инвесторы понимают, что ставки будут повышать на первых заседаниях до 0,50 или до 0,25%. А вот уже ставки, которые объявят в марте, мае и летом, остаются загадкой. Но рынки предполагают, что они должны остаться стабильными без повышений. Ну и начиная с ноября есть маленькие надежды, что мы увидим первое снижение. Конечно, ФРС и рынки будут реагировать на новые отчеты, которые четко дают понять, в каком состоянии находится экономика. Но рынки ожидают, что показатели инфляции и другие данные продолжат убеждать ФРС в том, что инфляция возвращается к цели в 2%. Собственно, такой настрой позволяет инвесторам с большей уверенностью ожидать дальнейший рост и не думать, что рынки скатятся обратно к своему дну. А глядя на график биткоина, видно, как инвесторы с нетерпением ждут 1 февраля, чтобы продолжить активно двигать рынок вверх. И в феврале мы должны увидеть хорошее движение, на котором можно будет заработать, как это было после ИПЦ. Но если ты не знаешь, как это сделать, присоединяйся к подписке Coin22 Pro. Подписка Pro позволяет абсолютно каждому ежедневно получать качественный и профессиональный анализ рынка от аналитиков Coin22. На пампе после 12 января участники Pro сумели закрыть много прибыльных сделок, а прямо сейчас мы уже начинаем подготавливать прибыльную аналитику под 1 февраля. Ведь поверьте мне, именно эту дату каждый трейдер отметил у себя в календаре, чтобы заработать на следующей неделе, которая будет очень волатильной. В это время крипта действительно может показать высокие проценты роста, поэтому не упускай такую возможность, а переходи по ссылке в описании, присоединяйся к подписке Pro и заработай вместе с нами на предстоящих событиях. С инфляцией и процентными ставками мы разобрались. Теперь мы понимаем, что ФРС движется в правильном направлении и ей удается держать инфляцию под контролем. Но вы, наверное, подумаете, а почему Пауэлл каждый месяц заморачивается с этими ставками? Неужели нельзя было еще летом поднять их до 5% и не мучиться? Конечно, можно, но если бы все было так легко, на эту инфляцию никто бы и внимания не обращал. Помните, я говорил, что ФРС хочет видеть низкую активность экономики и рынка труда. Но такие действия с большой долей вероятности могут привести к рецессии. И поверьте мне, рецессия это значительно хуже, чем инфляция, потому что экономика всей страны полностью замедляется. Это можно легко понять на примере безработицы. Перед вами краткий список рецессий, которые были в США. Простая математика говорит о том, что увеличение уровня безработицы хотя бы на 1% представляет собой чистую потерю почти 1,5 миллиона рабочих мест в течение 1 года, что приводит к рецессии. Это также касается и показателя розничных продаж, который оказался ниже ожиданий. А если продажи падают, значит падает производство, которое влияет на количество рабочих мест. Это как цепочка, в которой каждое звено играет важную роль. Так вот, из-за таких неоднозначных данных, опубликованных в среду, фондовый рынок США, в отличие от криптовалюты, отреагировал падением, ведь инвесторы боятся, что будущее повышение ставок ФРС могут отправить США в рецессию. По этому поводу всеми известный Илон Маск постоянно писал в Твиттере и предупреждал, что рецессия будет неизбежна, если ФРС будет постоянно повышать ставки. И, честно говоря, его отношение к ФРС не самое лучшее. Вообще понятно, зачем он это делает, ведь он бизнесмен, а как я говорил ранее, для бизнеса хуже, чем повышение ставок, ничего быть не может. А по словам главного экономиста США Стивена Блица, последние экономические данные США указывают на быстрое сокращение экономической активности и надвигающуюся рецессию. Стивен Блиц сказал, что недавний опрос компаний сектора экономики, проведенный ФРС, показал, что большая часть компаний заявили, что они не ожидают активного роста прибыли. Поэтому на данный момент инвесторы, естественно, будут брать в учет рецессию перед тем, как продолжить инвестировать в крипту. Теперь, когда у нас на руках
руках есть всевозможные экономические данные, мы можем перейти к криптовалюте и разобрать, куда же будет двигаться рынок перед и после 1 февраля. С момента выхода нашего прошлого ролика, в котором мы проводили анализ биткоина, цена двигалась так, как мы и говорили, потому что биткоин нашел себе уверенные уровни поддержки выше 20 тысяч долларов, где все это время торговался, и ему даже удалось вырваться выше 22 тысяч. Но есть и другие моменты, на которые стоит обратить внимание. Несмотря на небольшое снижение 18 января, когда опубликовали ИЦП, на днях появилось множество колл-опционов на биткоин от 3 до 23 февраля. Это указывает на то, что трейдеры хотят извлечь прибыль из 3 важных событий, таких как индекс цен на личные потребительские расходы 27 января, решение ФРС по процентным ставкам 1 февраля и протокол Федерального комитета по открытым рынкам 23 февраля. Простыми словами, колл-опционы – это инструмент, который позволяет трейдерам продавать активы по заранее оговоренной цене. Так вот, колл-опцион на 2050 биткоинов со сроком действия 3 февраля по цене 28 тысяч долларов появился и был отмечен многими криптотрейдерами 19 января. А также есть несколько опционов, которые находятся выше 22 тысяч долларов. Биткоин-опционы играют важную роль на рынке. После расчета в конце 2022 года всего за один месяц открытый интерес опционов на биткоин восстановился более чем на 80%. Биткоин-опционы имеют множество показателей, которые дают представление о том, что делают и ожидают большинство участников рынка. И поэтому сейчас очень много инвесторов ожидают те уровни биткоина, о которых я только что говорил. Сейчас рынок уверенно перешел в бычью фазу, и положительных настроений гораздо больше, чем негативных. И ведь даже банкротство криптокредитора Genesis, о котором мы писали в нашем телеграм-канале, никак не повлияло на рынок. Хотя я бы не стал не обращать внимания на это событие, ведь все может измениться в любой момент. Касательно 1 февраля инвесторы также ожидают рост, ведь если мы увидим повышение на 0,25%, как на днях заявил глава ФРС Воллер, это станет только плюсом для всех рынков. Лично я более оптимистично настроен на ближайший месяц, ведь крипта явно готовится к тому, чтобы снова показать рост. Поэтому сейчас, возможно, лучшее время прикупить те монеты, которые вы планировали добавить себе в портфель. Ну а картина будет еще более четкой с выходом новых финансовых отчетов на следующей неделе, за которыми вы можете следить в нашем телеграм-канале. Так что подписывайтесь. Тем, кто досмотрел ролик до конца, огромное спасибо. Напишите в комментариях ваше мнение, будет ли расти биткоин и собираетесь ли вы добавлять какие-то монеты себе в портфель. Не забудьте нажать на колокольчик и, как всегда, увидимся в следующем ролике. Всем пока!